Привет, друзья! Сегодня у нас с вами важный разбор. Прямо сейчас в Германии вступают в силу жесткие изменения, способные ударить по вашим кошелькам или кардинально изменить привычные жизненные планы. Сначала детально проанализируем, какой именно новый расчет пенсии предложила правительственная комиссия и как же власти планируют снизить риск бедности в старости. Во второй части выпуска новые правила для безработных. Мы с вами прямо сейчас выясним, почему отказ от назначенной встречи в ведомстве Джоб-центре теперь может привести к снижению пособия. А в завершение, друзья мои, детальный налоговый разбор, кто на самом деле отдает государству больше: одинокие жители страны или семейные пары. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья мои, вопрос дохода пожилых людей в Германии остается одним из ключевых в новом пенсионном обсуждении. При этом предложенные комиссией изменения могут затронуть не только будущий размер выплат, но и сам принцип их расчета. И именно здесь, друзья мои, начинается самое интересное. Комиссия представила сразу аж 33 рекомендации, которые могут изменить правила для будущих поколений пенсионеров в Германии. Специалисты установили критический факт. Большое количество пожилых людей, сегодня имеющих законное право на финансовую доплату, не получают ее и остаются с доходом ниже необходимого уровня. Но сложнее всего ситуация складывается у тех, кто трудился с затяжными паузами или не имел непрерывной страховой истории. По Конституции государство все-таки обязано, гарантировать им прожиточный минимум, но многие пожилые люди не получают этой поддержки. А причина, друзья мои, здесь банальна. Заявленный принцип, сложные ведомственные формуляры и бюрократия часто становятся серьезным барьером, из-за чего люди обращаются к цифровым инструментам, в том числе к платформе вроде Wundertax, которая помогает оформлять налоговые и финансовые документы. Даже, друзья мои, если человек подает документы, его базовую пенсию учитывают как доход, уменьшая, соответственно, что правильно, размер дополнительной поддержки. Поэтому экспертная группа представила эти 33 рекомендации и предлагает изменить этот принцип. То есть, если человек всю жизнь получал небольшую, скажем так, пенсию и поэтому имеет право на помощь от государства, часть его собственной пенсии предлагают больше не вычитать из этой помощи. Понятно? В результате, после выхода на пенсию у человека должно оставаться, соответственно, больше денег на жизнь. Внедрение именно таких защищенных от вычетов сумм позволит малообеспеченным пожилым людям, то есть пенсионерам Германии, сохранять больше свободных средств. Сегодня в Германии эти деньги могут оставаться у человека для покрытия, например, растущих расходов на лекарства, в том числе для покупки через онлайн-аптеки, например, такие как Шоп-аптека и другие коммерческие аптеки. Сейчас социальные службы учитывают пенсию как доход. Поэтому именно из-за этого, друзья мои, люди, которые всю жизнь работали полный день, но получали, скажем так, небольшую эту зарплату, могут оказаться в ситуации, когда собственная пенсия лишь частично увеличивает их допустимый доход. Получается, что трудовой стаж и пенсионные взносы не всегда на самом деле дают человеку достаточно большую прибавку после выхода на пенсию, и именно этот принцип комиссия предлагает полностью изменить. Должно быть справедливо. Если человек десятилетиями все-таки работал и делал эти пенсионные взносы, в старости это должно отражаться на его доступном доходе. Я думаю, вы со мной согласитесь. Это важно, чтобы люди сохраняли доверие к пенсионной системе сегодня. При этом дополнительные пенсионные права, например, Мюттерренте, как я вам рассказывал недавно в прежних видео, или признанные периоды по уходу за родственниками, также могут учитываться при определении новой необлагаемой суммы. Сегодня ведомственные регламенты фиксируют следующий порядок. Внимание! При расчете социальных доплат первые 100 евро заработанной пенсии и еще 30% от оставшейся суммы вообще не принимаются во внимание. Так. Максимальная сумма, которую можно полностью уберечь от вычетов, соответственно, составляет 381,5 евро. Эта сумма связана с установленным государством базовым нормативом обеспечения.
Экспертная комиссия предлагает изменить и эти формулы. Да, друзья, в числе рекомендаций освободить от удержания от 20 до 30% вообще все начисленные пенсии, начиная с первой части выплаты. При этом верхний защищенный порог предлагают поднять до 2/3 от базовой потребности. Изменения такого рода могут, соответственно, как вы понимаете, отражаться и на покупательской способности населения, что, соответственно, учитывать и при планировании продаж крупной торговой сети, например, включая продуктовые ритейлеры, Rewe, Lidl, Edeka и так дальше, когда рассчитывают свои региональные объемы поставок товара. В результате внедрения новой формулы у большого числа пожилых людей и пенсионеров в Германии может остаться больше свободных денег. Да, друзья, в политических кругах пока нет оснований считать, что проект будет принят без дополнительных обсуждений, поэтому канцлер Фридрих Мерц и его профильный министр труда поддерживают дальнейшую работу над пенсионной реформой, однако окончательное решение по пакету предложений еще предстоит принять. Для защиты самых уязвимых категорий граждан на государственном уровне нередко используются также ресурсы крупных независимых гуманитарных организаций. В этих процессах активную роль сегодня играют, например, разные структуры немецкого отделения фонда UNICEF Germany, работающие с социальными и гуманитарными вопросами. Также, друзья мои, необходимость изменений в пенсионной системе обсуждается на фоне демографических проблем страны. Население Германии, вы знаете, стареет, соответствие между числом работающих и пенсионеров тоже меняется, а нагрузка на систему пенсионного страхования становится все более серьезным вопросом именно для будущих поколений. Подготовленный аналитиками проект начисления надбавок может принести финансовую выгоду 3 ключевым группам граждан. Внимание! В первую очередь это может коснуться людей, которые десятилетиями трудились на низкооплачиваемых позициях, то есть продавцы, уборщицы, складские рабочие или водители. Сейчас их скромные пенсионные выплаты учитываются при расчете социальной помощи, из-за чего вот эта вот разница, о которой идет речь в доступном доходе между ними и теми, кто почти не работал официально, может оставаться небольшой. Новые предложения должны изменить этот порядок и оставить работающим людям, соответственно, больше собственных средств. Второй категорией станут родители, прерывавшие свою трудовую деятельность ради воспитания, соответственно, детей. Женщины, которые посвятили несколько лет уходу за ребенком, могут иметь меньше страхового стажа, чем люди с непрерывной трудовой деятельностью. Предлагаемые изменения должны позволить учитывать их собственную пенсию по более благоприятным правилам. И третья группа – это граждане, ухаживающие за тяжелобольными родственниками. Такие периоды ухода также предлагают учитывать, да, друзья, учитывать при определении новой необлагаемой суммы, чтобы собственный труд и время, потраченные на заботу о близких, отражались в расчете доступного дохода. А вот дальше, друзья мои, важная новость. Жизнь безработной в Германии может серьезно измениться, ведь вступили в силу новые правила для получателей государственной помощи. С 1 июля, напомню, власти изменили порядок предоставления помощи. То, что раньше жители страны знали очень долго под вывеской Bürgergeld, теперь официально называется Grundsicherung. Но смена названия – это лишь часть изменений, друзья мои. Обновленный регламент предусматривает более строгие последствия. В определенных случаях за отказ от назначенной встречи в ведомстве, джоб-центре или от подходящей работы размер выплат может быть уменьшен, внимание, вплоть до трети. Единственная хорошая новость – реформа не распространяет новые правила на нарушения, совершенные до 1 июля. Такие случаи рассматриваются по прежним нормам. Весь этот контроль кураторы ведут через внутренние цифровые реестры, а государственная система использует различные IT-решения, включая технологии и программное обеспечение крупных концернов, например, таких как SAP и других. Свежее постановление правительства Фридриха Мерца ужесточает шкалу денежных санкций для тех, кто без уважительной причины игнорирует назначенные встречи с куратором.
Первое нарушение теперь может привести к официальному предупредительному письму. Массовая доставка подобных уведомлений ложится на плечи, соответственно, кого? Правильно, крупных логистических операторов, включая почтовые службы вроде Hermes. Но если безработный повторно пропускает назначенную встречу без уважительной, да, друзья, без уважительной причины, ведомство может уменьшить пособие сразу на 30% сроком на 1 месяц. При стандартной базовой ставке, вы понимаете, в 563 евро сегодня, это означает потерю внимания до 168,9 евро. Если же человек продолжает без уважительной причины игнорировать требования ведомства, в определенных случаях выплаты могут быть приостановлены полностью на более длительный срок. Однако государство оставляет важную социальную, скажем так, подушку безопасности. То есть расходы на жилье и отопление при применении санкций в предусмотренном законом случаях продолжают учитываться совершенно отдельно, чтобы человек не оказался где, правильно, без средств на оплату квартиры. После применения таких мер от человека будут ждать, что он по собственной инициативе, скажем так, восстановит контакт с куратором. Если же проигнорировать это требование в течение следующего календарного месяца, ведомство может применить дополнительные санкции к выплатам. Но если, друзья мои, безработный все же объявляется и предоставляет какое-то уважительное объяснение своего того отсутствия, решение о санкции может быть пересмотрено, а выплаты восстановлены за соответствующий период. При этом уже примененное уменьшение пособия за те пропущенные дни может не возвращаться автоматически. Также, кроме того, ведомство имеет право потребовать рассмотреть конкретно подходящее рабочее место для вас. Если подходящая вакансия официально предложена, а вы, как получатель помощи, без уважительной причины отказываетесь от нее, это может повлечь за собой уменьшение также выплат. Сегодня журналисты телеканала BR24 приводят заявление представителей ведомства, например, из Нюрнберга. Они подчеркивают, что при доказанном отказе от сотрудничества и выполнении предусмотренных законом условий санкции могут быть существенно еще строже. Законодательство Германии предусматривает, внимание, 5, друзья, базовых оснований, которые могут быть признаны уважительными причинами для пропуска назначенной явки. Перечень таких ситуаций уже опубликован в немецкоязычных информационных материалах, в том числе на порталах вроде Антрах Форштейн, где разбираются вопросы оформления заявлений и взаимодействия с ведомствами. Первой и ключевой причиной выступает, внимание, болезнь. Далее идут официальные собеседования при приеме на работу или согласованный пробный трудовой день. Третий пункт – это внезапно чрезвычайная ситуация или обязанности по уходу за тяжелобольным ребенком и близким родственникам. Четвертое основание внимания – это вызов в другие государственные органы или судебные заседания, дату которых не удается на самом деле перенести. Понятно? И пятый пункт – это технический сбой провайдера связи во время видеовстречи. При этом получателям помощи потребуется подтвердить уважительную причину официальным документом. То есть при болезни может потребоваться цифровая справка ЭАУ, подтверждающая нетрудоспособность именно на день пропуска. Когда же, друзья мои, речь заходит о собеседовании у потенциального работодателя, я настоятельно советую заблаговременно предоставить куратору официальное приглашение на интервью. Точно так же стоит поступать и с повестками в судебные инстанции или вызовами в другие государственные учреждения. Все эти документы лучше всего сохранить и при необходимости предъявить ведомству. Если же удаленный видеозвонок, например, у вас сорвался, по причине вины программного обеспечения, сделайте скриншот с кодом системной ошибки. Ведь он может стать для вас важным подтверждением технической проблемы. На страницах популярного издания Bild журналисты также обращают внимание на этот момент. Переходные ведомственные положения уточняют, что пропуски, совершенные до 1 июля, рассматриваются по действующим тогда правилам. Раньше за игнорирование, вы знаете, назначенной встречи с куратором с граждан могли удерживать фиксированные 56 евро 30 центов в месяц.
Юристы профильного союза правовой защиты АРАК также обращают внимание на переход к новым правилам, однако окончательное решение все-таки по конкретному случаю принимает соответствующее ведомство. А вот с 1 июля пропущенные встречи в центре занятости Джоб-центре регулируются уже совершенно новыми правилами программы Grundsicherung. Сначала человек получает официальное предупреждение, а при следующем нарушении в предусмотренных законом случаях из его пособия могут удержать, соответственно, до 30% установленной ставки. Из-за того, что новое положение вступило в силу с 1 июля, первое сокращение выплат на треть для тех, кто без уважительной причины пропустил встречу или не выполнил требования ведомства, могут затронуть выплаты уже в сентябре. На этом фоне получателям помощи нужно быть особенно внимательным, ведь такие удержания способны ощутимо сократить сумму, которая останется семье на ваши текущие расходы. А вот дальше, друзья мои, налоговое законодательство Германии может столкнуться с новыми изменениями для налогоплательщиков. Дискуссия о том, кто отдает государству на самом деле больше, одинокие граждане или семьи, снова становится особенно актуальной на фоне анализа налоговой динамики за последние 50 лет. Действующая система по-разному распределяет нагрузку между категориями населения, а вот именно разница для семей и одиноких работников особенно хорошо видна при сравнении конкретных расчетов. Один из пользователей популярной дискуссионной платформы Reddit признался, что долгое время считал Германию одной из стран с самой высокой налоговой нагрузкой, уступающей лишь Бельгии. Однако статистика ОСР за 2025 год показывает более сложную картину. Налоговая нагрузка на одинокого работника, то есть без детей, составляет 49,3%, а на работающих супругов 42,6%. Для семейных пар с детьми, где, внимание, весь семейный бюджет обеспечивает только один из супругов, фискальная нагрузка зафиксирована на уровне 34,9%. Однако за последний годовой цикл этот показатель вырос еще на 1,6%. Изменение налоговой нагрузки затронуло и семьи, где официально трудятся оба партнера. При этом, если оценивать, друзья мои, реальные масштабы государственной помощи семьям в сравнении с одинокими гражданами, Германия занимает лишь 6-е место в общем европейском рейтинге, уступая Польше, Словакии и Люксембургу. Аналитик Юлия Ирман из сети налоговой справедливости открыто сегодня заявляет, что существующие правила создают особенно выгодные условия для пар с большой разницей в доходах, причем наличие детей на размеры этих преимуществ напрямую не влияет. То есть в итоге у второго супруга чаще всего у женщин может снижаться финансовая мотивация выходить куда правильно на полноценную работу. Подобное налоговое преимущество предлагают поэтапно пересмотреть, причем даже для тех пар, которые уже давно официально зарегистрировали свои отношения. Вместо этого аналитики предлагают направить адресную поддержку прежде всего семьям с детьми. Авторы обучающих материалов на международной платформе Coursera часто отмечают, что особенности налоговой модели прошлых десятилетий могут ограничивать карьерные возможности молодых матерей. Журналисты издания Frankfurter Rundschau подчеркивают важный нюанс. Германия лидирует не по уровню классических, скажем так, налогов, а именно по совокупной нагрузке с учетом обязательных социальных отчислений, что особенно заметно при сравнении положений одиноких работников. Эксперты сервиса сегодня TaxFix также обращают внимание на то, что налоговая нагрузка для одиноких сотрудников в стране традиционно остается одной из самых высоких в Европе. При этом для обладателей сверхвысоких окладов, внимания, максимальная ставка выглядит совершенно иначе, а доходы от капитала облагаются по отдельным правилам. Коллега этого эксперта Кристофер Траутвертер считает, что прямое сопоставление Германии с другими государствами на самом деле не всегда дает полную картину. Гораздо продуктивнее проанализировать именно динамику фискальной системы в историческом разрезе. На старте знаменитого немецкого экономического чуда фискальные сборы, напомню, с имущества состоятельных граждан и крупного капитала приносили казне существенный объем средств.
Однако в период с 1960 по 1970 год ситуация постепенно изменилась. Официальные оклады населения стабильно росли, что автоматически повлекло за собой и увеличение подоходных отчислений. Но, друзья мои, инфляция постепенно снижала реальную ценность этого номинального прироста. В итоге обычные граждане с небольшими и средними заработками стали отдавать государству все большую часть своих доходов. Именно эта динамика, вероятно, и является одной из главных налоговых проблем в современной Германии, особенно для работающих одиноких граждан. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен, соответственно, буду ждать вас здесь же, друзья мои, со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний выпуск про новый расчет пенсий, жесткие штрафы от ведомства и фискальные классы, обязательно подписывайтесь, поставьте лайки. Спасибо за просмотр до самого конца.